Приветствую всех, кто есть на стриме, и тех, кто запись его когда-то будет смотреть. Привет, ты Игорь. Ого, ты прям сходу на стриме. Удивительно. Сегодня у нас опять ассасин, опять ассасин. Мы его чуть ли не марафоним, я смотрю. Думал я, что будет чередование с Ведьмаком, но нет. Сегодня все-таки, значит, не Ведьмачок, сегодня ассасин. Потому что, как я говорил вчера, и не только вчера, у нас там еще и изгой, наверное, хотелось бы пройти, поэтому все-таки третий ассасин надо бы чуть-чуть быстрее пройти, чем Ведьмака. А то, если я буду действительно чередовать, то мы будем и то проходить долго. А тут надо, чтобы вот это чуть-чуть быстрее все-таки прошлось. И вот потом с изгоем уже, наверное, можно будет более спокойно чередовать. И смотреть там по времени, сколько у нас останется до выхода ремейка, чтобы уже разбираться, ускоряться или нет. Так, тут все работает, тут все нормально. Загружаемся. 43% у нас сейчас. Сегодня в планах, как и понятно, Нью-Йорк, как я вчера и обещал и хотел, и планировал. Полноценно новую другую локацию пойдем. Не стриме я ничего не успел поделать, понятное дело. И вот эти всякие сундучки дособрать и прочее. Значит, может, в следующий раз дособеру. А нам в Нью-Йорк. Только откуда бы нам выехать? Вот отсюда лучше, наверное. Вот тут еще точку можно тоже по пути. И прямо вон на ту дорогу у нас Нью-Йорк. Новый Йорк. Ну, чё мы не прыгаем, Конор? А, что-то то хочет, то не хочет. И где тут опять сено? Кажись, вон там. Нет, не вон там, вот справа. Ну, я так и знал, что рано или поздно на таких деревьях будет опять вот эта ситуация. Когда не видно, где там это сено, и прыгаешь в неизвестность. У меня на каждом прохождении с этими деревьями такая фигня была. Ладно, едем в Нью-Йорк. Печальная гибель. Да уж. Это надо, походу, заранее, перед тем, как залазишь на дерево, смотреть вниз, где там эти сена расположены, а не потом гадать и прыгать в неизвестность. Нью-Йорк. Не понял что-то. Мне же сюда и надо. Странно. Не там меня заспамило, походу. Секунду. Так какова же ваша цель? Та же, что у вас. Мир, стабильность.
Земля, где люди смогут жить вместе, как равные. Почему же вы не в братстве? Мой отец был ассасином. И, насколько знаю, очень неплохим. Но я хотел бы иметь детей. Сложно жить в двух мирах одновременно, так что я выбрал один. Я понимаю. Но я помогаю, чем могу. Вот почему мы здесь. По пути будет малюсенькая экскурсия по Нью-Йорку. Прям самую малость. Расскажите о Томасе Хике. У него здесь в городе цех Расступитесь. фальшивомонетчиков. Найдите его логово, и мы сможем его арестовать. Оказавшись за решеткой, он будет безопасен. Вы знаете, где он? Не совсем, но я представляю, где можно начать поиски. Ой, заняться тут опять будет много чем. Куча рутины. Салам, бро, удачной игры. Привет, бедолага. Спасибо за пожелание удачи. А тебе хорошего просмотра. Если будешь смотреть и дальше. Я слышал, тут ходит Приехали. много фальшивых купюр. Явно дело рук Томаса. Что за дрянь? Это не деньги. Крашеная бумага. Больше ты меня не проведешь. Стража! Нашли. Так, я что-то где-то слышу, но это потом. Там сундук был. Вижу на миникарте. Оу, е. Благодарю за подписку. Дмитрий. Еще один тезка, кстати. Так, там мои парни выполнили контракт. Можно опять отправить. Я думал, сейчас еще 10 будет. Ну, еще не вечер. Только начал играть. Ты? Тогда приятной игры и тебе. А ты впервые? Или тоже, как я, ностальгируешь, перепроходишь? А у тебя оригинал или ремастер? Не-не-не-не-не, не ходи сюда, не ходи сюда, мистер. Ремастер. Впервые проходишь или нет? Я еще начинал. Так ты же написал, что только начал играть. Так начал или не начал?
Нас ищет стража. А? Что случилось? Чертов торгаш поднял крик. Привел стражу, но я от них удрал. Шеф будет в ярости. Было бы хуже, если бы меня взяли. Да и у нас уже есть почти все нужное для работы. Иди, скажи ему. Я предупрежу всех. Нет, ты... Я попал на начало игры? Ты про меня, что ли? У меня нет, у меня уже не начало игры, если ты про меня. У меня уже где-то больше половины. Или половина сюжета пройдено. Сейчас играю Резидент. Какой Резидент? Ищет священника, кузнеца и врача для своих жителей. Жалование, увы, небольшое. Которую часть? Сидельщики Мерсисайда оповещают о грандиозной распродаже кожаной упряжи в пятницу. Порадуйте лошадь! Вторую часть. Неплохо. Одна из моих любимых. Почему плохо? Не, я говорю неплохо. Если хорошая часть, одна из моих любимых. Неплохая игра в смысле. Свежая Нью-Йорк Хроникл! Я слышал, что случилось на рынке. Шеф велел, чтобы все вернулись в лавочку. Сегодня нанесем удар. А как же эта заваруха со стражей? Я ж сказал, это ерунда. Никаких проблем, я же улизнул от них. Но лучше держаться от них подальше. Не верится, что мы это сделаем. Как герой, покончим с этой болтовней о революции и станем знатнее королей. Революция. Горстка безмозглых хулиганов. Только и надо, что все перевернуть вверх дном. И испортить жизнь нам, честным людям. Честным? Да ну. Ну да, тебе, мне и Хики. Простым. Так, чё вы толкаетесь, блин? Ну договаривайте. Чего? Томас Хики? Допустим. Тебе-то чего? Вашего брата же не осталось. Значит, придется это исправить. Взять! Ну, один еще остался. Вон еще один! Хватай! Погоня.
Лошадь, ну спасибо, что мешаешь. Не толкайте, не сбивайте с ног. Ну, еще позже не могли мне показать это условие. А ну-ка отойди, это мои деньги! Опля. Тихо. Ты больше не опасен. А ты дурак, раз лезешь туда, где ни черта не смыслишь. Вашингтон единственный, кто сохраняет армию сплоченной. Убьешь его, и конец нашей свободе. Нет, парень. Не будет меня, им придется повысить Ли, и тогда... Вы оба арестованы! Да это обычная ссора. Чего такого, если двое мужчин разрешают вопросы по старинке? Может, договоримся? Тихо! В чем нас обвиняют? В сбытии фальшивых Я денег. ни в чем не виноват. Ну, конечно. Слушайте, тут все куда серьезнее. Этот человек хочет... Ну, конечно, как всегда по башке. Ты... Соскучился, дружок? Что? Сказать нечего? Раз ты здесь, Вашингтон спасен. Верно, верно. Только... Кажется, меня отпускают. Спасибо за помощь, господа. Больше никаких ошибок, Томас. Тебе ясно? А с ассасином чего? Вон он. Его посадили рядом со мной. Не всех переловили, а? Чарльз, займитесь им. Понял, сэр. Отец нас игнорирует. И что делать? Ты из континентального конгресса. Прихвостень Адамса. Кажется, я знаю. Да. Убьем двух зайцев. Как? Всему свое время. Этот ассасин никуда не денется. Пойдем поищем тебе пристанище получше. Это вы о чем? Я думал, меня освободят. Боюсь, это пока невозможно, спасибо Бенджамину Толмиджу. Он принялся болтать языком, бог весть что. Вас обвиняют в заговоре с целью убийства Джорджа Вашингтона. Что за дерьмо? Я думал, вы разберетесь. Мы обсудим это не здесь. Еще один момент игры, который я не очень люблю. Пахнет хуже, чем выглядит. Без комментариев. Они тут явно не потратились. Угу. Тихо, я сказал! Еще сделаешь так, и тебя бросят в яму! Ой, как страшно. Говорю же, он хочет удрать. Надо сообщить кому-то. Да? Из чего ты это взял? Он с кем-то возился во дворе. Тут же сунул в карман, когда меня заметил. С виду как ключ. Да это нож. Не, Мейсон не боец. Из передряг спасается болтовней. Да, ловкий Уинс. Скользкий гад. Да ну, Финч, он не так уж плох. Даже буквам меня как-то обучил. Напишу своей красавице. Ха! Зачем? Думаешь, эта шлюха там ждет тебя? Бережет честь, пока ты не выйдешь? А? Она давно нашла себе другого мужика, а потом еще одного. Заткни пасть, или я ее тебе заткну. Да тише.
Это шутка. Да? Тогда она не смешная. Давай! Куда мы идем? Веди себя хорошо или окажешься в яме. Чего уставился, метис? Английский не знаешь? Угадал? Вбить малость ума в твою тупую башку. Надо бы найти этого Уимса. Если он хочет сбежать, может и я сбегу с ним. Ну чё, офигели толкаться? Мейсон Уимс? Допустим. Мне нужна помощь. Ну? Говорят, вы знаете, как сбежать. Мало ли что говорят. Может, обойдемся без игр? Жаль. Я надеялся, вы со мной сыграете. Ладно. Правила не нужно объяснять. Ну, вроде нет, вроде я что-то помню. Раз уж вы меня знаете, как вас зовут? Конор. Очень приятно, Конор. Браво! Так, за что вы в Брайдуэле? За измену. Ложное обвинение. Ну, конечно. Вы мне не верите? С чего верить? С виду головорез. Ошибаетесь. Я честный человек. Только вот оказавшийся в тюрьме. Расскажите, как вы сюда попали? Это мое дело. Как и то, о чем вы просите. Я победил. Ну? Чё мы не ходим? Конор, алло. Я же нажал. Я хотел предотвратить убийство. Оно прям мне наставит, чтобы я играл не на победу, а просто чтобы растягивать время. Джорджа Так нечестно. Вашингтона. Нечестно так, нечестно. Вас эти подговорили, да? Они думают, это весело смеяться над Мейсоном. Все они просто глупцы. Шутить такими вещами. Джорджу Вашингтону нет равных. Он невероятно храбр и верен, а его убеждения непоколебимы. Этот человек наш хранитель. Он приведет нас не просто к свободе, но к величию. Те, кто в этом сомневается, глупцы или предатели. Тогда вы знаете, почему я должен бежать. Если я не спасу его, он умрет. Вы серьезно, да? Хорошо. Но все не так просто. Я подделал ключ, чтобы выйти отсюда. Но Финч украл его. Я 3 месяца его делал. Верните его. Или бежать не удастся. Считайте, сделано. Отличная выделка. У нас есть и хор, там поют даже некоторые офицеры из гарнизона. Слышали бы вы нас. О, это
Эх! Не успел. Конечно, там должен был рядом стоять этот солдат. Ну, как всегда. Ну, обнаглел чуть-чуть. Можно и так. Толкаются все. Грубияны. Этот ключ бесполезен. На что уставился? Муженька подыскиваешь? Ваш ключ не годится. Как это? Не подходит к замку. И не должен. Ваш ключ не работает. Смотря что значит «работает». Он поможет. Но не так, как вы ожидаете. Но как? С ним можно добыть настоящий ключ у надзирателя. Нужно подменить их. А не легче забрать настоящий ключ? Зачем все усложнять? Он может заметить пропажу. А так он не догадается. А когда он воспользуется им? Никогда. Вот почему он наша цель. Как до него добраться? Да, эта часть вам не понравится. Будто другие нравились. Говорите. Надо затеять драку. Что? Начните драку, и вас бросят в яму. И чем это нам поможет? Ура! Надзиратель охраняет яму. Оказаться там значит добраться до него. Должен сказать, этот план с моей шкурой на кону неплохо продуман. Покалечьте как можно больше. 1-2 только развлекут стражу. Надо их разозлить. Это мы У можем. каждого своя роль. Постарайтесь выжить. Понеслась. Опять шею ломаем аж. Опять по лицу. Опять по лицу. Что, на месте не сидится, да? Остынешь немного в яме. Взгляните на себя. Жалкое грязное отребье. Паразиты, присосавшиеся к цивилизации. Вот и Воры и негодяи. А вы это понимаете? Раскаиваетесь в своих поступках? Нет! Вы совершаете новые, еще более страшные преступления там, где должны исправляться. Негодяй. Господи, вот это крики. Осторожно, нельзя поднимать тревогу. Что-то тут с освещением опять не так. Слишком как-то светло для подземелий.
Ой, тут еще один. Типичная драка в тюрьме. Бесполезно. Ушел. Самое что ни на есть типичное. О, господи, сразу двое приперлись. Осторожно, нельзя поднимать тревогу. Хики, за этой дверью. Тут содержат важных преступников. Камеры большие, просторные и почище. Даже в тюрьме важно иметь хорошие связи. Спасибо, Мейсон, за все. Я найду способ вернуть долг, когда закончу свои дела здесь. Нет, не найдет. Мы потом о нем забудем. Навсегда. Разработчики забыли вообще этот момент. Забыли и забили на него. Ага, конечно. Почему я слышу крики скромника? Не знаю. Ох уж эти крики. Ага. Никто не видел. Не того ожидал увидеть, да? Это еще что? Я думал, мы вас всех перебили. Вам бы этого хотелось? Избавиться от всех, кто с вами не согласен. Виновен, Ваша честь. Твое участие в революции причинило нам много хлопот. Но довольно. Наша работа слишком важна. Но что ты можешь знать, кроме лжи Ахиллеса и баек, которыми кормишь сам себя? Я знаю, что люди хотят свободы, а Джордж Вашингтон сражается за нее. Что? Это ничтожество? Он спотыкается на каждом шагу и после этого с трудом приходит в себя. Его родословная ужасна, как и его военные успехи. Можно продолжать, но на это уйдут дни, так велики его ошибки и так жалки заслуги. С ним надо покончить. И с тобой. Хватит с меня назойливых мух вроде вас. Вот что мы сделаем. Сначала свяжем тебя и оттащим в камеру. А завтра тебя будут судить за то, что ты замыслил убить старину Джорджа. А может, и за убийство надзирателя. Ты же его убил. Кто не поверит на слово нашему Чарли? А когда все уладим... Чарли. Ох уж этот Чарли. Тогда, давно. Ребенок в лесу. Это ты? И я нашел тебя. Да, нашел. Но совсем не так, как ты ожидал, я угадал? Всего этого можно было избежать, если бы ты меня послушал. Прошлое не вернешь. Полная синхронизация. Ты же в курсе про SCP? Ну что-то вроде знакомое, но не уверен. Может и не в курсе, что ты имеешь в виду. Вставай!
Вставай ты! Я сказал, вставай! Иди! Пока! Пока-пока. Задолбали толкаться. И кидать меня. Привет, Конор. Ты думал, что я пропущу твои проводы? Ха-ха. Слышал, Вашингтон тоже будет там. Как бы чего ни случилось. Ты сказал, что будет суд. Предателям суд не положен. Ли и Хейтем все устроили. Так что тебе сразу в петлю. Ха-ха-ха. Сегодня я не умру. Чего не скажешь о тебе. А ну хватит! Шевелись! Опа, вижу наших этих компаньонов, помощничков. Оу. Это еще что такое было? Дамочка. Ты не один. Дай знак, когда мы понадобимся. Забудьте обо мне. Остановите Хики. Он... Вставай! Мы же не хотим опоздать. Ты просто хотел быть героем, да? И старина Джордж тоже. А награда невелика. Сосновый гроб и все. Братья, сестры, сограждане! Несколько дней назад мы раскрыли ужасный заговор, столь мерзкий, что и сейчас тошно о нем говорить. Этот человек пытался убить нашего любимого генерала. Это так. Кто знает, что за безумие им двигало, нам неведомо. Сам он себя не оправдывает и не кается. Мы умоляли его облегчить совесть, рассказать нам все. Но он упорно хранит молчание. Раз он ничего не объясняет, не признает и не искупает вину, что еще нам остается? Этого типа никто не видел? Не, никто он ничего не хотел видел. послать нас прямо в пасть Никто нашего ничего врага. не видел. А мы отошлем его душу прочь из этого мира. Пусть Господь примет его душу. Надо остановить Хики. Иди. Вперед! Оу. Слоумо.
Успел. Дьявол. Я надеялся прожить еще пару деньков. Жаль. Мне нужны ответы. Зачем Джонсон скупал земли моего народа? Почему целью Питкерна были Адамс и Хэнкок? Зачем убивать Вашингтона? Почему ваш орден поддерживает британцев? Капец, сколько хочется вопросов. знать. Тамплиеры, Ли, Нашел у кого и этот спрашивать. Хейтем. У них в руках деньги и власть. Вот почему я поставил на них, только поэтому. Они, конечно, что-то бредят про будущее. Но мне на все это плевать. Пусть себе поют про беды человечества. Пусть строят свои заговоры и ставят ловушки. Мне все равно. Они платили, я делал. Я не спрашивал, зачем и почему. Плевать. Ты решил помогать тем, кто хочет уничтожить все человеческое, потому что тебе это выгодно? А что не так? Я не дурак какой жертвовать всем ради принципа. Что это вообще принцип? Его в банк не снесешь. Не смотри так на меня. Мы разные люди. Ты, как блаженный дурак, гоняешься за радугой. А я человек простой. Мне нужны только пиво в одной руке, да бабья титька в другой. Но я могу получить, что хочу. И получал. А ты вечно с пустыми руками. Держи лайкос. Благодарю. А тебе на шорт-стриме поудобнее там смотреть, чем на обычном, да? Опустите ваши чертовы ружья! Этот парень герой! Генерал иногда бывает таким упрямым. Вздор, сказал он, когда мы предупредили его об этом. Вздор. Хватит. Он хотел убить генерала и чуть не убил вас. Он был негодяем. Но человеком. Хм, а вы верны принципам. Где Вашингтон? Мне нужно с ним поговорить. Укатил, как только ваша казнь пошла не по плану. Он уже на пути в Филадельфию, наверное. Значит, я тоже. Что-то не так? Он все еще в опасности. Хики был не один. Публичная казнь. Задание завершено. Твои достижения впечатляют. Ой, наконец-то эта тюрьма закончилась. Это комплимент? Не пойми неверно. Я уверен, все кончится трагедией. Но зайти так далеко — это больше, чем я ожидал. Люди жаждали свободы, но боялись за нее драться. Этот страх исчез. Из-за тебя. Нет. Они все сделали сами. Ты к себе несправедлив. Но ты всегда был скромен. Я делаю, что должно. Вот и все. Нельзя говорить ему. Я должен. Или он будет в опасности. Безопаснее ему не знать. Заронив зерно сомнений, ты разрушишь его стремление. Если Вашингтон замрет, Чарльз Ли нанесет удар, и случится то, что ты хочешь предотвратить. Охота на тамплиеров — твой долг. Но не впутывай этих людей. Надо держаться вместе. Ну да, лучше бы держаться вместе. А не то случись что, всех повесят по отдельности. И снова вы наш спаситель. Мне нужен главнокомандующий. Он умчался в Нью-Йорк. Британцы жаждут взять его. Боюсь, надо отозвать людей из Квебека. Легко заявить о независимости. Но теперь ее надо отстоять.
Глава 8 завершена. И независимость провозглашена. Исторический момент вообще-то. О, мы опять в современности. Все в порядке? Шон нашел второй источник энергии. А сколько их Я всего? попросил Ребекку заказать нам чартер. Не помню, то ли 12, то ли 13, то ли Куда? 15. В Бразилию. Бразилию. Бразильон. Как слышно, Ребекка? Плохая связь. Как слышно? Рад, что все работает. Попробуй еще раз наверху. 12 глав. Отлично, значит мы уже куда больше половины прошли. Вот мы и в Бразилии. Теперь слышишь? Слышу хорошо. Какой план? По нашим данным, источник на браслете. А браслет у жены какого-то магната. Пытаемся определить ее координаты. Но, скорее всего, она в вип-ложе на верхнем ярусе стадиона. Узнаю больше, скажу. Мне нужен билет. Честно, играть времени нет. Прeciso ver seu bilhete. Не по-ассасински. Тогда попробуй проскочить мимо охраны. Bilhete? Чё они там говорят? Билет. Это мега забавно звучало. Не похоже на простую охрану. Это не она. Это люди Абстерга. Кросс, наверное, тоже здесь. Будь осторожен. А его никто не слышит. Нет. Мы мега беспалевные. Объект явно не в зоне. Вход находится... Segurança! в Segurança! Я не успел добежать. Люди Абстерга, не дай... Здравствуйте. Здравствуйте, Азель. Добрый денечек. Не похоже на простую охрану. Это не она. Это люди Абстерга. Кросс, наверное, тоже здесь. Будь осторожен. О, реальность? Да, Бразилия. В этот раз мы в Бразилии. Объект явно в вип-зоне. Вход находится в конце вестибюля. Аккуратно. Держись толпой, должен проскочить. Или найди обходной путь. Похоже, я уже близко. Черт, очередной заслон. Тебе нужно найти обходной путь. Тут не пройдешь. Se não me deixar entrar, vou perder o emprego. Temos que verificar sua identidade. Por favor, senhor. А я уходить собрался. А сейчас что, передумал? Aconteceu. Sinto muito. Привет и пока всем. Тогда вот пока, удачи. Спасибо, что был.
осторожнее, они тебя ищут. Почти на месте. Кто-то приходит, кто-то уходит, получается. Я беспалевный. Переберешься по темам. Ага, вот сейчас мы точно беспалевные. Прям над ареной никто нас не видит. В одной из комнат наверху. Оу. Ну вот. Если он заберет артефакт, нам крышка. Не допусти этого. Взять его! Вот он! Кончайте его! По мордам. А, нельзя? Нечестно. Что происходит? Туда его. Без капюшона был бы беспалевней. И как он эту штуку в карман засунул, интересно. Нам пора на поезд. Вот и все. Вот и вся Бразилия. Можем вернуться к Конору, когда будешь готов. Если не хочешь сначала подрубить источник. Выбирай. Хочу подрубить источник, но мне кажется, что у меня со светом опять что-то поломалось. Я это еще, когда мы за Конора играли, заметил. Ну-ка, если я перезайду, то опять все какое-то слишком светлое, как будто у меня этот... Слетел пресет этот. Такой момент.
А, у меня разрешение еще почему-то стояло 1280. Ясно. Я-то думаю, что сегодня все какое-то такое, не такое. О. Дай сюда мои 200 Гц. Другое дело. Загружаемся. Не, что-то, по-моему, все еще так же светло. Можем вернуться. Что-то не знаю. Вроде раньше было по-другому. Хотя вроде все работает, я еще проверил. Игра шалит? Да вроде и нет. Я подумал, что да, но вроде нет. Если иметь в виду именно свет. Если не хочешь сначала подрубить источник, выбирай. Ладно. Как есть, так есть. Может, мне просто кажется. Не знаю. Ну, какие новости? Разузнал там что-нибудь интересное? Они до конца работали над странной затеей. Пытались создать новые тела и запихать разум в компьютер. Сплошь неудачи. Тяжело им, наверное, было. Мне тоже не по себе. То есть они говорили, что там есть что-то, что нам поможет, но что это? И почему оно заперто, если оно нам нужно? Не знаю. Может, оно опасное? Может, важно, чтобы только ты его достал? И это второй вопрос. С чего я такой особенный? Наверное, узнаем, когда откроем дверь. Слушай, не то, чтоб я хотела лезть не в свое дело, но что стало с Люси? Не знаю. Прости, не надо было начинать. Нет, ничего. Так, Я отсылка. правда не знаю. Говорил с отцом об этом. Трудно сказать. Немножко То есть вспоминаем сюжет. Юнона управляла мной, но я, видимо, согласился в каком-то смысле. То есть я ее впустил. Напоминают. Нет, не совсем так. Это была, ну, не она. Что-то вроде программы. Странно звучит. Я видел там разное. Что ты видел? Что если я не остановлю Люси, Абстерго получит яблоко. И всем конец. Все равно не понимаю, почему она... Она наверняка думала, что права. Мне надо работать, тебе, наверное, тоже. Да-да-да-да. Прости, Дезмонд, дел по горло. Неловко потом среди этих людей сидеть. А то такая забавная ситуация. Да вроде более-менее. Ну, может, реально мне просто показалось. Или, может, реально что-то починилось, как я перезашел. Так, а разрешение там опять не сбилось? Не. То оно как будто после каждого перезапуска игры оно как будто сбивается. Мне на 1200 там разрешение кидывает. Чё за фигня? Так, отец вообще не хочет с нами говорить. Ладно. Ну и ладно. Шон. Шон Булка. А ты хочешь говорить? Конечно. Быть не может. Что там? Твои политиканы то и дело поминают отцов-основателей. Мол, те бы поддержали и то, и это. Никогда не видел, чтобы над историей так и издевались. Типичная пропаганда, вот и все. Байки и вранье. Это же нечестно. Как можно говорить за других, если у тебя только пара бумажек и собственные домыслы? Они хотят понять, каким эти люди видели будущее нашей страны. Идеализм. Не похоже. По мне, президентам и сенаторам плевать, что думали основатели. Они оправдывают старыми словами собственные цели. И плевать, деисты там были или теисты. Зачем людям авторитеты, а? Должно быть важно то, что ты сам думаешь. И почему ты так думаешь? Что, нам так страшно, что без документов из 18 века у нас и мнения своего нет?
Мам, смотри! Мертвый дядя со мной согласен. Наверное. Если взять его список покупок и переставить буквы, это сразу видно. Господи, Шон, это цинизм, знаешь ли. Зато правда. Во второй части Шон немного токсик. Мне всегда Шон очень нравился. Забавный персонаж, очень такой колоритный. Шуточки иногда вставляет прикольные. Да и в целом обстановку разряжает вот эту, на тот момент, такую серьезную, напряженную. Конец света, все дела. А тут такой Шон. Что-то расскажет интересное. Всякие исторические справочки и прочие. Я все пытаюсь понять, как люди вроде Вашингтона и Джефферсона могли жизнь положить на борьбу за равенство и свободу, и при этом иметь рабов. Это просто верх лицемерия. А в учебниках истории об этом только вскользь говорится, будто это так, мелочи жизни. Они вели войну, защищали свою страну. Они не могли заниматься сразу всем. Говоришь, как апологет. Сейчас тоже так говорят. Мол, равенство и права человека подождут. Надо улаживать конфликты и спасать экономику. Да зачем это все, если люди не равны и не свободны? Все люди. Жаль, что мы не можем рассказать остальным, что мы видим в Анимусе. Прикинь, дать точные ответы на все вопросы о прошлом. Ушедшая цивилизация, опять же. А как доказать это? Нельзя же, чтобы весь мир узнал о машине. Почему? Дезмонд прав. Это опасно. И мы до сих пор не знаем, как справиться с просачиванием. Попробуем разобраться потом, когда спасем мир. Даже если выйдет отменить апокалипсис, тамплиеры вряд ли куда-нибудь денутся. Подозреваю, драться нам с ними еще долго после последней битвы. Как же жалко, что историю дальше не развили с предтечами. Да, мега жалко. Я прям обижен на Ubisoft за это больше всего, наверное. Что они вот вообще забили на Шона, на Ребекку во всех последующих частях новых. Про современность вообще ее вырезали по итогу в Shadows. Вместо того, чтобы развивать вот эти вот воскрешение Юноны, там Шона, Ребекку где-то там ставить. А то у нас получается Дезмонд помер и все. И современность, можно сказать, закончилась нормально. Только там что-то еще в Black Flag, в Синдикате. Отрывки какие-то там современности были, где еще как раз Шон и Ребекка что-то там появлялись на пару секунд. И все на этом. А потом уже в Изгое, в этом... Не Изгое, Origins, Одиссеи, Вальгале, там вообще уже полная фигня пошла в современности. А в Ассасине в этом Shadows ее вообще вырезали. Обидность. Могли что-то интересное сделать. А который час? Как время быстро летит. Знаешь, тебе пора лезть в Анимус, м? Угу. Давай, шевелись. Надо найти ключ, Дезмонд. Пока ты тут, он не найдется. Да, Шон, как скажешь, Шон. Ассасин умер вместе с Дезмондом. Ну, как минимум, современная вот эта ветка в Ассасине точно, да. То, что там дальше уже было после Дезмонда, ну, это прям уже ничто по сравнению с этим. Абсолютно неинтересно. Он не приложен, не изменен. Существует объективно. Все пропукали. Ждет, пока его откроют. Или его можно изменить. Молчный ответ. И решили, что они позволяли повелевать, управлять, власть. А потом мы сделали открытие. Когда мы превратили многих, их мысли обрели форму. Если сотня умов может создать стену или дерево, на что способны тысячи? 10 тысяч? 100? Как изменить завершение и отвести беду? Мы решили запустить прибор на орбиту, чтобы охватить всех. Там его должна была активировать фраза «Защити нас». Так мы изменили бы реальность и спасли мир. Но нам не удалось. В небо уходили десятки машин, но
Но как нам управлять ими? Как направить луч? Как подчинить мир? Как сказать слова? Эта попытка оказалась рискованной, но новая была еще опаснее. Вот рассказывает про попытки предтечь спасти мир. Интересно. Лор раскрывают, между прочим. А потом никаких предтечей, никаких частиц Эдема, уже просто все. Все забыли, все вырезали. На все забили. Первой мыслью было изменить прошлое. Но мы не знали как. Зато мы могли смотреть вперед. Мы искали ответа, что ждет нас и что придет после нас. Первый вопрос был, добьемся ли мы своего. Но ответ всегда оставался один. Мы обратились к другому, но одно не менялось. Вы зовете ее Минерва. Потом и она перестала искать и начала говорить. Она возвала к нам сквозь время в надежде спасти вас. Она скрыла послание там, где никто, кроме вас, не мог их найти. Невероятно. Я устал. Загадки, предупреждения, угрозы. Да что вам надо? Помнишь в числах? И мы были в глазах наших. Пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. А теперь представь, что объясняешь все это двухлетке. Или саранче. Воля богов неисповедима. Так оно и есть. Буквально. Ты знаешь, я убил ее. Убил Люси. Это было яблоко. Юнона. Я знаю. Я видел, что было бы иначе. Я мог остановиться, то есть... Меня принуждали. Но я мог противиться. Я выбрал убить. Дезмонд. Люси хотела предать нас и вернуть яблоко в Абстерго. Я видел, как запускали спутник, как его включали, а потом... Провал. Неважно, что по ту сторону двери. Это на руку Юноне. Надо быть осторожнее. Я помню, как классно было во втором Ассасине за яблоко гоняться. Да, мало таких моментов эпичных было. Вот тут как раз в третьей части еще похожий вроде будет за Дезмонда. Да и вроде все. Больше я не помню нигде таких моментов вроде бы. Или напомни, если я, может, забыл. В какой еще части такое было. Следующая часть. Интересно, что храм расскажет сегодня?
Говорю вам, там внизу что-то есть. Ребекка, не глупи. Не знаю. Может, они спали, а мы их разбудили? Ну, вроде крионики или гибернации. То есть, откуда нам знать, что они там делали? Они работали над разными решениями. Все без толку. Перебирали одно за другим, а потом... Не знаю. Видимо, они ушли уже после. Интересно, Ушли каким куда? стал бы мир, если бы у них вышло. Мне интереснее, что будет, если не выйдет у нас. Спасение они нашли поздно, но не для вас. Печать, защита, теперь преграда. Найди ключ. Прошлое подскажет. Ну все, возвращаемся к Конору тогда. Там нам нужен будет уже 3-й ключ, который потом в реальности найдем по сюжету. Я знаю, что из Revelation много всего вырезали. Игра должна была быть намного больше и хорошо бы закончила путь Эцио. Да, я такого даже и не слышал, что там прям многое вырезали. Не интересовался, значит. Так, отец все еще не хочет с нами говорить? Нет, наговорился, значит. Тогда возвращаемся. Ты смотри, мы нашли 3-й источник. Уже? Уже? Он и раньше всплывал, но теперь я точно знаю, это он. Где? Экспонат в одном каирском музее. Придется Конору подождать. Нет, ты остаешься. Ключ надо найти. Время на исходе. Я съезжу сам. А как же Кросс? Все будет хорошо. Я скоро вернусь. Ну-ну. Жду отмашки, Дезмонд. Жди, жди. Скоро зима. О, Сам опять воздух зима. Словно замер в мрачном ожидании. Другие тоже это чувствуют и спешат покончить со всякой работой. Я бы хотел помочь им, но более важные дела ожидают моего участия. Тамплиеры жаждут убить Джорджа Вашингтона и не остановятся до тех пор, пока он жив. Я надеялся избавить его от этого знания, но Томас Хики лишил меня всех надежд на это. И я решился, я расскажу всю правду о тамплиерах, их замыслах и о том, кто я такой. Ахиллес не согласен, и мы каждый день спорим, но слишком многое поставлено на карту, чтобы молчать. Не надо, Конор! И что же ты предлагаешь? Смотреть, как тамплиеры захватывают власть? Мы поклялись остановить их, или ты забыл? Ассасин должен быть бесшумен и точен, а не кричать на весь мир о своих тайнах всем, кто проходит мимо. Да кто ты такой, чтобы поучать? Ты сидишь отшельником в этой развалине, ты вообще отрекся от братства. С самого первого дня ты пытался меня отговаривать, а в редких случаях, когда я решался помочь, то делал так мало, что лучше бы вообще не вмешивался. Как ты смеешь? Скажи, по чьей вине пошатнулось братство? Из-за чьего бездействия Орден Тамплиеров так разросся, что подчинил целую страну? Если я разубеждал Из-за шея. то потому что ты невежда. А не желал помогать, потому что ты наивен. Ты бы уже 1000 раз погиб сам, и бог знает, скольких забрал бы с собой. Вот что я скажу, Конор. Жизнь — это совсем не сказка со счастливым концом. Нет. Если у власти такие, как ты. Обиделся. Ты так спешишь спасти мир, не погуби его случайно. Ха! У Эцио история богаче, чем показали игры, если судить по книгам. Да-да. Согласен, могли показать куда больше. Так, и что у нас тут? Сюжетка аж вот здесь. Тут задание из поместья. О, можно в это самое деревню нашу сбегать, там опять новые диалоги.
Ezum kon hoit stanyu. Nu segun ga iwes ne din gwani gor harha. Gatke anta wata tawaniyo ni jota deka. Jahtu wacheza kana dogo. Toniat zizathre ziniot ne rahnaraga. Ono da zidu. Lunde wanat dokha. Nerunstane hadiri wasette. Jahta o tena de guri waset tanis. Tuga ja. Sego ankola yandane. Tuga gwego tona yagwaire. Jahta tode un guri hoda. Easy zaderios. O New Jersey ya ii. Ii gaderios nayawa nene dossa agora da yagodon hudose. Nekti wakteruni zide yodon zohum. Da dun hagedun sayada kokne ize. Da krori zi okna hoda. Tigo oya ganya ka haga tuna darohu ne jor ha saga. Da nu zini joganenu ya unka de jetiswa ne das. Oknize de seswa ne das ne batriot. Kohnek niga skanek sai do wada de wanio ne. Sa dirty under de zero no haga tune nu ne tiga onegwater na ja da widum. O honorune den runderio so onkri wa her hase a hadinuna zijwana stadum. Doga ayakia ja dar hase zero na derio. Ja tota is a wire ne ayetsia ja dar hase. Dezo don zoni ga diga ayakia ja dar hase ne orunero na ja da widum. Kaskanex ne dossa ganega is a waya daraje zi waderio. The Skanex ne ya otena taegwaire. Nexi wakteruni zi ya gariwes to tayo tumhage. Wakteruni zi ne ngwaya da wanserum jada deko. A gwegun dat kanu tanyungo zin hot dansu wa sirunyo. Da wagat ni gor harha zin hot da zadum. On zu jot da ona zin hot da wagaderi humde. Joshua, next year he get the gari was. Arit ko de wajo danser an datum. O gari hoye was the got no wandu ahcha. Tigo gari hoye do nits to za chario. Witness taji zatni guhrawana, danu zatni guhratani. Next year, gar harach to oni zi asero hiaga. Amagat sanuni hage akawisege, to ganegandu ziata is a wagarunya de. Dosha zatni guhra, asada detni gura gona de gudero. Nona amaderio seranda ne. Nona amada de wanio hage, tone angodorissa. Ayam ski yo snorde am dan nizeri hewe. Oni. Dosha aguyot dat sera dun hagedu. Radun hageidu. Sehjarak ne asada detni gura gona de gudero. Все, поговорили. Я вот кастомные карты поиграл, ультракиль сегодня. Большую часть из сыгранного до конца не прошел, но уж слишком они сложные, но красивые. Снова возвращаемся в ультракилл. С Nine Souls уже прям полностью все завершено, я так понимаю. Так, чем бы мне пока заняться? Сразу во фронтире тут всякое делать или Нью-Йорке? Да, что у нас там в Нью-Йорке, хотя бы глянем. И поделитесь кусочком. Очень обяжете, сэр. Эти двое нас гоняют и бьют, когда ловят. Отвлекли б вы их. Мы бы взяли лишь столько, чтобы наесться сейчас. А, это новые эти. На нас все смотрят. Пока никак, никто нам не поможет. А, избейте торговцев. Извините. Извините, торговцы, извините. Вот эти мини-побочные задания для компаньонов новых, я думаю, вне стрима тоже буду делать. А вот тут эти задания в поместье можно было бы и на стриме. Вот тут еще вот этот есть. Задание Бенедикта Арнольда. Давайте его и сделаем. Оно не длинное вроде бы. Вниманию всех
граждан. Предупреждаем вас, что на мосту Мельничного ручья небезопасно. Но достижения еще остались. Но перепроходить не буду. Как-нибудь позже. Ясно, понятно. Бедные торговцы. Ага. Я случайно. И вы просите меня после Монмута? Больше мне просить некого. Люди Калпера сообщили мне, что в Вестпойнте шпионы. Похоже, они хотят убить генерал-майора Бенедикта Арнольда. Не понимаю, зачем вам я. Потеря такой фигуры – настоящая катастрофа. Солдаты не должны знать. Сама мысль о лазутчиках плохо скажется на боевом духе и на войне вообще. Вы согласны? Да. Но больше никогда не зовите меня. Судя о том, что он сказал насчет Монмута, рановато я еще, наверное, это задание взял, но как уж есть. А еще опять это задание, блин, слева зависло. Ох уж эти баги. Так, этих еще надо отправить опять. Мне плевать, есть ли у вас деньги. О. Или вы их добудете, или пеняйте на себя, окажетесь на улице. Здравствуйте. Милая, забирай детей и уходи. Вот тут уже не бедные торговцы. Неприятное дело, но все равно спасибо. Теперь, На когда здоровье. вымогатели не угрожают моей семье, можно спать спокойно. Так, тут можно поговорить, я вижу. И не только. Не поделитесь кусочком. Бьют нас за нищенство. Отвлеките их чуток, и мы возьмем то, что нам надо. Так, в этот раз не убиваем. Просто морды набить. Тебе это с рук не сойдет. Спасибо, сэр. Есть минутка? Я Добби Картер. Добби. Я заметила, вы замешаны в том, что творится в наших краях. Думаю, мы будем полезны друг другу. Что здесь происходит? С начала войны торговцы все больше задирают цены ради великой цели. Спекуляция чистой воды. Давно пора навести тут порядок. Чем помочь? Так просто? Вот славно. У меня есть один план. Установите вот это поблизости, как сможете. И приходите ко мне. Торговцы все еще обманывают людей. Поговорим позже. А что установите? Что-то там устанавливать надо. Хотя из этих побочных заданий для нее вроде ничего там не надо такого устанавливать. Странно. Вестпойнт. Супермен стоит с плащом. Разве что совсем чуть-чуть. Так, мини дополнительная локация. Шпионы среди нас. Найдите шпиона и убейте его.
Да не ты. Не тот. Пошел ко мне. Теперь вообще все пошли. Убейте шпиона, не дав себе заметить. И как вы это предлагаете? Если их толпа. Может, они разойдутся как-то. Ну, вроде и расходятся. Тут как раз сено. Как удачно. А ты меня не слышишь, да? Глухой, что ли? Ой. Все как-то через одно место произошло, ну и ладно. Хоть меня никто тут не палит. Уже на этом спасибо. Интересно, как Конор орлиным зрением понял, что это шпионы? На них что написано? Как бы на месте шпиона уже давно что-то понял. Это было смешно. Беспалевность, высший уровень. Я зашел на минуту глянуть и дальше пойти. Ну что я увидел? А что ты увидел? Кринжовый момент с этим шпионом увидел. Найдите оставшихся шпионов. Что вы делаете? Это был британский шпион. Он хотел убить вас, генерал. Что? Вашингтон узнал об этом и послал меня вмешаться. Что? Ясно. Нам нужна любая поддержка. Я буду в отлучке, а вам нужно будет помочь перевести снаряжение из лагеря поблизости. По прибытии найдите Джона Андерсона, получите дальнейшие инструкции. Вопросы? Нет. Хорошо. Буквально налил перед жертвой яд и пытаешься заставить ее выпить его. Да-да-да. А-ля что-то типа этого. Говорят, вас послал Вашингтон. У нас тут дел не впроворот. Видит бог, в форте сущий хаос творится. Если будет время, просмотрите список, его надолго хватит. Ой-ой-ой-ой-ой. Самого наблюдательного человека во всем Ассасине. Это да. Дальше пойду дела делать. Давай. Удачных дел. Путь предателя. Я прислал к вам генерал-майор Арнольд. Да? Ладно, ему виднее. И что?
что, ящики носить? Да что, мафия вторая? Где мы ящики таскали? Не такого я ожидал. Предатель удирает! Он должен быть на корабле! За ним! Тебя повесят! Бегу, бегу. Конор, можно быстрее, пожалуйста? Эй, что ты делаешь? Привет, Павел. Рад тебя снова видеть. Не я, друг. Я не предатель. Я скажу, кто он, только отпусти. Сегодня Послушай, писал... Отвернись на минуту, и больше меня никто не увидит. Я только Сегодня хочу писал убрать музыку. отсюда. Слушай, И брат, мне, ну, просто я понимаю, пришлось сделать приказ есть приказ, похожий но всё далеко не мотив так из просто, Ультракилла. поверь мне. Ибо он никак из моей головы не Хочешь, уходит. денег дам? У меня есть. Сколько за мою свободу? Тихо. То есть новая музыка будет а-ля Ультракилл? Ладно, ладно, слушай. Я все исправлю. Дай мне шанс и увидишь. Я настоящий патриот. Мне нужна эта страна так же, как и всем. Я докажу. Это предатель. Да. Генерал-майор Арнольд найдет вам еще дело. Славно. Добро пожаловать на борт. Ахахахахахахаха. Злобный смех. Насколько я опоздал? На 1,5 часа. Стрим идет 1,5 часа. Получается, что так. А прошлый уже вчера успел выложить. Да, я только прошлые там недавно послушал все. А тут ты еще одну уже выложил. Значит, надо будет и эту послушать. А, тут лошади нельзя вызвать. Ладно. Шпион среди нас. А, Конор, вас-то мне и надо. Вы нашли предателя, отлично. Но у меня для вас новое дело. В форте остались несколько бочек с порохом. Оттащите их на склад. Ты серьезно? Вы свободны. Я что тебе, грузчик? Бочки с порохом. Оттащите их. Реально мафия вторая какая-то у нас. Грузчика из меня сделали. Вообще офигели. Позорище. Видишь ящики? Грузи в ящики. Да-да-да. Опять оно. Никогда такого не было, и вот опять. Только тут бочки, но все равно.
Итак. Что-то они там шепчутся в кустах. Все в порядке? Да, насколько это вообще возможно. А вы? Тоже. Но мы близко. Очень близко. Но лучше обсудить все там, где ушей поменьше. Кусты такие красные прям. Клинтон согласен? Все Посреди готово. зимы. Осталось решить вопрос личной компенсации, что для меня очень и очень важно. Доставьте это письмо. Убедитесь, что он все получил. Будьте начеку. Ошибка сейчас может все погубить. Когда все кончится, я прослежу, чтобы вас вознаградили, майор Андре. Щедро. Пока что Джон Андерсон, сэр. Да. Шпионы? Боже, вспомнил бы изгой ассасина в кустах. А, да, помню таких. Беспалевные тоже. Прикольная фича, кстати, в 4-м ремейке будет, что там можно будет приседать вне зависимости от кустов. Вне их в любой момент. Это мне всегда, вот эта фича очень нравилась, которую добавили со времен Unity. Вот в старых частях этого еще За не нами было, могут следить. к сожалению. Если кто нас увидит, убейте. Только в кустах можно было. В ремейке уже можно будет по-нормальному. Что там капюшон можно будет в любой момент снять? Да, тоже. Некоторые такие более удобные современные штучки добавили. Что это было? Все и так уже далеко. Смотрите в оба. Увидите дым? Приходите. Есть, сэр. Будем ждать, майор Андре. Павел, как твои дела? Как сессия? Удобно ему там, интересно было переодеваться прям в пении в этом стоке. В таких жиденьких кустах, мне кажется, нас легко было бы видно на фоне белого снега. Да иди уже. Уже и так тебя капец долго преследуем.
Были бы это еще кусты нормальные, а не веточки. Вот и я о том же, да. Игровые условности. Ой, через всю локацию мы его вот так вот преследуем. Медленно, упорно. Опа. Стой! Господа, надеюсь, вы из нашей партии? Вообще-то у него не такой прикид был. Хорошо. Я офицер британской армии, и у меня срочное дело. Спишем инцидент на вашу усталость. Но мы не британцы. Вы арестованы. Это проверка, и вы ее прошли. На самом деле я офицер патриотов. Вот мои бумаги. Врет он. Убьем его, а голову отнесем в штаб. Нет, не убивать. Обыщите его. Бог ты мой. Перед нами оказывается некий майор Андрей из британских войск. При нем письмо от имени генерал-майора Бенедикта Арнольда. Но генерал Арнольд наш командир. Вот это Связать поворот. его немедленно и доставить к главнокомандующему. А я к Арнольду. На разборке. Ну, Арнольд, берегись. Ой, не туда. Это в Нью-Йорк. Раз тут лошадь призывать нельзя, берем ту, что прям сразу на локации стоит. Берем ту, что плохо стоит. Ага, теперь моя. А вот и ты, голубчик. Коннор, быстро вы обернулись. У меня есть еще. Объяснитесь. И что надо объяснить? Ваше письмо генералу британских войск Клинтону, в котором вы любезно соглашаетесь сдать Вестпойнт врагу за 20 тысяч фунтов. Не понимаю. Это какой-то подлый заговор. Я патриот до мозга костей, Коннор. Мои действия под Саратогой это подтверждают. Молите Бога, чтобы генерал Вашингтон думал так же. Он прибудет сегодня. Британцы! Британцы! Нас атакуют! Ну, все понятно. Это главное! Все к флагу! Ко мне! Воу. Арнольд нас предал! Двуличная сволочь! Сперва защитим форт. С Двуличная Арнольдом потом. сволочь. Есть! Нужно удержать форт. Давайте по одному. Строй! Держать строй! Стоять насмерть! Мы устоим!
Ничего, спамится прям внутри. Интересно. А вообще можно вот так сделать? Бэмс. Ой. Отбросить их! А какой пистолет я же выбрал? Стоять насмерть! Мы устоим! Я не покидаю их, вы обманываете. Всех к флагу! Ко мне! Стоять. Нужно удержать форт. Что происходит? Почему он не достает оружие, когда надо? Конор, алло. Прием. Всех к флагу! Ко мне! Вот это мясорубка. Строй! Держать строй! Стоять насмерть! Мы устоим! Бегите, мерзавцы! Ха-ха-ха! Мы это сделали! Конор. За всем стоял Арнольд, но он удрал. Если он от вас ушел, дело пропащее. Вестпойнт уцелел, а майора Андре повесят за его преступление. А что, Арнольд? Попробуем схватить, хотя вряд ли. Кому теперь верить, если нас предают герои-патриоты? Что посеете, сэр? Вот и все. Покидаем Вестпойнт, значит. А телепорта не будет, да? Еще и на большую карту меня не пускают. Ладно, опять все своими двумя. На своих двоих. Все всегда пешком. Лошади нельзя вызвать. Телепортироваться нельзя. Выход с локации в другом конце карты. Ну, все как всегда. Любит растягивать удовольствие, называется. Хоть анимация бега красивая. Вот, везде надо искать плюсы, правильно. Не унываем.
это сразу. И вот мы снова здесь. Идемте вот сюда. У нас сегодня стрим посвящен Нью-Йорку. Хоть что-то тут надо будет выполнить. Не буду я все-таки бегать, собирать все вот эти штуки. Но вот сюда можно бы сгонять. Там еще на фронтире тоже было задание. Но у нас все равно там сюжетка рядом. После Нью-Йорка, значит, на фронтир опять пойдем. Может быть, даже сегодня успеем и поплавать попозже. Может быть. Сгоревший Нью-Йорк. Так, магазин по пути. Тоже надо. И вот это тоже. Караван уже прибыл. Что я там хотел крафтить и на что копить? Понятно, все равно нет этих ремесленников. Значит, ничего пока что. Чем я могу вам помочь? Купить всякие потрошки и прочее. Где лошадь? Ладно. Берем ту, что криво стоит, как говорится. Хотя мы и так уже почти приехали. Спасите мою маму! Прошу! Помогите! Бегу, бегу. Где твоя мама? Я покажу! Бесполезная девка! Отпусти меня! За права! Сюда! Ты напрашиваешься! Умоляю, помогите! Что вы стоите? Уходи. Зря вы это сделали. Я бы справилась. А так он вернется, и мне будет куда хуже. Почему вы не уедете? Это мой дом и мое дело. Я шитьем заплатила за этот кров. Лучше уж мириться с пьянчугой, чем бросать все нажитое трудом. А если я скажу, что есть место, где можно жить и трудиться без него? Подумаете? В чем подвох? Ни в чем. Наша деревня растет, нам нужны товары, любимое дело и новая жизнь. Я приеду взглянуть, правда ли это. Все так просто. Новая инструкция, сукно. Теперь у нас есть швея. Свечи, нитки. Угу. Эллен, швея. Одежду и сумки первого уровня.
Прекрасно. Больше в Нью-Йорке нету тут квестов для поместья. Тогда Фронтир. Или проверить, что там в Бостоне. Может, в Бостоне что-то появилось. У нас новая глава началась, дело. А, тут появились эти бостонские бойцы. Ну ладно. Тоже можно. Помню я этих бостонских бойцов. Ищешь, с кем бы силой помериться? Я как раз устраиваю турнир. Но пускают туда не всех, сначала надо себя проявить. Вот список имен. Побьешь всех, сможешь участвовать, тогда поглядим, чего ты стоишь. Да легко. Так, там на Фронтире была цель. Ну тогда... Тут все, идем реально на Фронтир. Тут у нас много дел, я помню. В Нью-Йорке пока на стриме ничего, на Бостоне ничего. Тогда только Фронтир. Вот, первым делом сюда. Так, вот бостонские бойцы. Тут охотники. Тут авантюристы. Тут сюжетка. Все на Фронтире. Замечательно. Ой, не надо, вот не надо, не начинайте. И вы тоже не начинайте, не надо. Я просто мимо еду. А вот и я. Да-да. Нужно приготовить взрывчатку. Когда грохнет, англичане как пить дать сбегутся. Точно. Я тоже кое-что приготовлю. Кажется, передышка. Так, этот момент я помню. Готовим засады. Ну и в снегу не видно эту бочку вообще. Или она провалилась. О, теперь видно. Бум. Кажется, они идут. Началось. Красота. Еще пара взрывов. Осторожней. Спокойно.
Эх, укатилась. Закрытие! Кажется, они идут! Где бочка? Ну опять провалилась сквозь снег. Что за фигня? Не кажется ли музыка задвоилась? Так себе звучит. Я думал, так и задумано. Но моментами звучит не так уж и плохо, но это определенно не так задумывалось. Ну опять в снег. Ох уж эти бочки, ох уж этот снег. Наверное, это задание не задумывалось, чтобы его выполнять, когда у нас зима по сюжету. Всё. Я все собрал! Пора идти! Белиссимо. Доступно новые улучшения. Так, теперь уже тут что-то появилось. Хотя, раз мы тут недалеко от сюжетки, да и вот этого, может, лучше это по пути сделать. Там у нас вроде был медведь-людоед громадный по этому заданию первому. А еще сундук. Все, до свидания. Нормально. Зашел, сундук взял и ушел. Пока все остальные там что-то тупили. Что это было? Ух ты, это рысь. Рысь побежала. Судя по звуку. Тут же есть отдельно пума, отдельно рысь. Это я тоже забыл. А вот и медведь. Или это не тот? Или это другой? Раз мне надо следы найти. Яма.
Новый вид животных — медведь? Серьезно, только сейчас? Странное сообщение. Найдены следы уникального медведя. Уникальный. Найдите способ выманить медведя. Выманить трупешника. Ну да, он же людоед. Всякий случай осуждаем, наверное. А вот и он. Камон, камон. Мистер Медведь. Уникальный тем, что на него просто больше кутыешек было, и все. Вот и вся охота. Ладно. Пойти ли сразу на сюжетку, раз она тут тоже недалеко? Да, давайте, да, наверное. Тут задание с поместьем мы всегда успеем. Как тут неудобно по рельефу. Опять рысь. Кстати, это вроде то самое задание, где мы впервые с Хейтемом встретимся, вроде сейчас будет. Вроде бы. Ну прям так, лицом к лицу, чтобы поговорить. Как-то мы и до этого встречались. Просто он нас игнорил. Отец называется. Вилли Фордж. Пропавший груз. Глава 9. Потом еще и с фанатом его. Опять. Командующий, Конор. есть новости о Ли? Пока нет. Прошу прощения, меня отвлекли. Наши обозы снабжения стали пропадать. Боюсь, это измена.
Предатель по имени Бенджамин Черч недавно вышел из тюрьмы и бесследно исчез. Вряд ли это просто совпадение. А в чем его вина? Он попался на передаче врагу численности наших войск. Заявил, что запугивает их, чтобы избежать войны. Жалкая ложь. Я найду вам Черча. Почему? Что вами движет? Это так важно? Дело ваше. Мне доложили о стычках на южной дороге. Возможно, это он. Попробуйте начать оттуда. А поговорить? Командующий? Это моя вина, Коннор. Оглянитесь кругом, это очевидно. Революция казалась нам правым делом. Честным и справедливым. Мы хотели того, что положено всем. Свободы, равенства, уважения. Империя должна была понять нас. А они начали войну, которую, похоже, выиграют. Я посмел мечтать о лучшем мире. И вот чем все закончилось. Мрачные мысли ломают людей. Если те поддаются, взгляните еще раз. Там люди, которые жаждут быть свободными. Борьба за это редко бывает легкой и всегда требует жертв. Я часто спрашивал себя, был бы я счастливее, живя тихо и простой жизнью в своей деревне. Но если я забуду о цели, если вы забудете о своей, кто придет нам на смену? И что станет с теми, кто доверился нам? Нельзя, чтобы они страдали, а я нет. Если они спят на земле, я должен спать там же. А как же метель? Если я убоюсь простого снега, дело и впрямь безнадежно. Что у вас за новости? Никаких, сэр. Просто интересно, как справляются ваши помощники. Без них мы бы пропали. Это уж точно. Лафайет гоняет людей на плацу, быть может, следующий бой не будет столь тяжел. А с Казимиром Пулавским вы еще не знакомы? Пока нет. Очень жаль. Еще один из тех, кого мы наняли из-за океана. Он поляк, сражается верхом. Я никогда в жизни такого не видел. Я хочу поставить его во главе кавалерии. И когда придет весна, британцы... Поляк в Америке? будут разбегаться от его атак, я уверяю. Буду счастлив увидеть этот день. Как и я, Коннор. Как и я. Так, с этим поговорили. Тут еще кто-то есть. Там кто-то есть, но никого нет. То это собака, мне показывается, что с ней поговорить. Забавный баг какой-то. Интерактивная беседа. С кем? Интересно, с кем?
Итак. Отец. Конор, последнее слово. Стой. Глупый выбор. Пришел узнать, как там Чорч? Хватит ли краденого твоим британским братьям? Бенджамин Чорч мне не брат. Как и британцы со своим королем-идиотом. Я знал, что ты наивен, но... Наш орден не воюет за корону. Нам нужно то же, что и вам. Свобода, закон, независимость. Но... Что но? Джонсон, Питкерн, Хики. Им нужна земля. Грабежи и смерть Джорджа Вашингтона. Джонсон хотел завладеть землей, чтобы уберечь ее. Питкерн стремился к дипломатии, а ты все испортил настолько, что началась война. А Хики? Джордж Вашингтон на редкость дрянной лидер. Он проиграл почти все свои сражения. Его снедают неуверенность и нерешительность. Вспомни Вилли Фордж и поймешь, что я прав. Без него нам будет лучше. Мальчик, сколь неприятен мне наш разговор, у Чорча язык что помело. Ты хочешь вернуть припасы? Я хочу покарать его. Наши интересы совпадают. Что ты предлагаешь? Перемирие. Союз пойдет нам на пользу. Ты ведь мой сын, и тебя еще можно спасти от невежества. Хочешь, могу убить тебя сейчас. Прекрасно. Тогда в путь? Ты хоть знаешь, куда отправился Бенджамин Чорч? Боюсь, нет. Я хотел подстеречь его, если он вернется. Но, похоже, опоздал. Они вымели все подчистую. Возможно, я выслежу его. У нас перемирие. Пока что. В ящиках были пайки, а еще лекарства и одежда. Интересно, а Хейт там тоже по веткам побежит? Или он так не умеет? Вы что там творите? Чё, офигели? Папаша, ну что за дело? Ну, только, блин, встретились, и уже драки какие-то начались. Ну-ка, ты умеешь? По веткам лазать, интересно. Или ты джентльмен, аристократ, и ты так не умеешь? Не умеет, походу. Ну тогда давай по старинке. Следы повозки. Снег засыпал следы, но и оставшихся мне вполне хватит. Сыч какой-то сидит. Привет, Евгения. Какой еще сыч? Вот повезло. Если не починю, замерзну насмерть. Вы люди Бена Чорча? Молодец. Молодец.
Глупо было бежать. Что вам надо? Где Бенджамин Чёрч? Не знаю. Он поехал в лагерь к северу отсюда. Там мы обычно разгружаемся. Может, там его... Довольно. Зачем ты его убил? Не стоит тратить время на пустой спор. Догони прочих людей Чёрча, проберись в их лагерь и попробуй что-нибудь узнать. А как же ты? Не твоя печаль. Делай, как я сказал. Да, папаша. Как скажете. Да ё-моё, 3 раза привет написал на другой раскладке. Ой, знакомой ситуации. Тоже она иногда то переключается, то не переключается вообще. Живет своей жизнью. Видел в ящиках чуток пороху, за это приплатят. А, Чёрч будет... Не прячьтесь в сене, следуй за караваном. Это прям условие такое. Мы при деньгах. А может мне пофиг на это условие, я хочу красиво себе поехать Даже почти в жаль сене. этих янки. Мерзнут там, И всё тут. голодают, тяжко им там, наверное. А всего-то надо поднять белый флаг. Давно уже пора это сделать. Вся эта война, толку никакого. Британцы все равно победят. Столько жизней потрачены за глупых идей. Манифест? Отлично, вроде бы в порядке. Давай к бригадиру. Сегодня ночью у нас новое дело. Я же фургон. Увидимся позже. Один. Эй, где бригадир? Там, в центре, где деревья. Не пропустишь. Спасибо. Узнаешь, что он хочет, забудешь про спасибо. А, это ты? Где тебя носит? Слушай сюда. У нас новый приказ, нечто особое. Рейд. Хватит обоза. Берем сразу лагерь Янг. Какого черта вы сюда зашли? Манифест? Отлично, вроде бы в порядке. Давай к бригадиру. Сегодня ночью у нас новое дело. Я же фургон. Увидимся позже. Эй, где бригадир? Там, в центре, где деревья. Не пропустишь. Спасибо. Узнаешь, что он хочет, забудешь про спасибо. А, это ты? Где тебя носит? Слушай сюда. У нас новый приказ, нечто особое. Рейд. Хватит обоза. Берем сразу лагерь Янг. Венефорч? Господи. Мне уже надоели. Плевать, короче, на это второстепенное задание. Такие 30 раз можно переигрывать. Отлично, вроде бы в порядке. Давай к бригадиру. Сегодня ночью у нас новое дело. Я же фургон. Увидимся позже. Эй, где бригадир? Там,
Там, в центре, где деревья. Не пропустишь. Спасибо. Узнаешь, что он хочет, забудешь про спасибо. А, это ты? Где тебя носит? Слушай сюда. У нас новый приказ, нечто особое. Рейд. Хватит обоза. Берем сразу лагерь Ян. Венефордж? Точно. Ты уверен? Уверен, не уверен, не мое дело. Так приказал Черч. Сомневаешься? Сам с ним разбирайся. Он здесь? Конечно, нет. Я слыхал, он в Нью-Йорке. На дно там залег и помалкивает. В тюрьму-то обратно никому не охота. Ладно, я в деле. Гляди, кого нашли. Шнырял вокруг лагеря. Больно подозрительный. Небось, шпион, Янки. Нет, он не шпион. Это особый случай. Правда ведь, Хейтем? Черч мне все про тебя рассказал. Тогда ты явно плохо слушал. Не в том ты положении, чтобы угрожать, ясно? Пока нет. Может, пусть ему немножко морду набьют? Вот так зрелище. Управишься с ними? Ищи меня в Нью-Йорке. Что? Ты вот так уйдешь? Сейчас? Если ты не справишься с парочкой наемников, нам нет смысла работать вместе. Невероятно. Невероятно. Просто смотался. Так, тут все, значит, Нью-Йорк теперь. Теперь я хочу вот это уже сделать. Ой, да, это далеко. Ладно, пойду я, удачного стрима. И тебе удачи. Пейзажи очень красивые. Зима, да, зима тут очень красивая. Ты, Евгения, кстати, не играла ни в какие ассасины? Проваливай, парень.
Здрасте. Какой же ты солдат! Еще один урод, ребята! Я и в игры-то не играла почти. Понятно. У меня тоже была еще одна такая зрительница с похожей ситуацией, что у тебя, которая не то чтобы много во что-то играет. Мой. Такие тем более. Когда все ясно. Ну зато пейзажи красивые, как ты говоришь. Как вы? Ничего страшного. Спасибо вам. Что они хотели? Они приволокли меня сюда, чтобы показательно казнить дезертира. Простите, а вы кто? Дезертира, говорите? Я не шибко люблю драки, зато люблю эту страну. Вот и все. Я Дэвид Уолстон. Для друзей Большой Дэйв. Могу я узнать, где вы живете, чтобы отдать долг, когда смогу? Правда, кузнецу сейчас много не заработать. Наша община недалеко отсюда. И нам точно не помешает хороший кузнец. Может, вы согласитесь поработать у нас? Что ж, так я расплачусь с вами куда быстрее. Решено. Отлично, теперь еще и кузнец. Так, секунду. Что там дальше? Дальше сюда хочу. Опа, булки. Яма. Все? Это все задание? Ладненько. Тут еще точка обзора рядом. Перо слышу. О, рысь. Прикольно. Первая рысь. Встреченная нами. Прям в бою. Ходит на двух ногах, как человек, но все тело в густой шерсти.
Неторопливый, сутулый. Сам своими глазами видел. Умный гад. Держится или вдалеке, или так, чтобы между нами была преграда, будто знает, куда я иду. Где пройдет, там что-нибудь пропадает. Мелочь всякая. У одного парня увел трофей оленьи рога. Капканы тоже, раскрывает их прямо голыми лапами. Вот бы кто-нибудь добыл его голову, чтобы все видели. Вы, похоже, трудностей не боитесь. В этих местах бродит рысь, хитрая как черт. Не счесть, сколько умельцев пыталось ее изловить и добыть шкуру. Можно славно заработать, не говоря уже о репутации. Драться пришел? Тогда за... Хочешь победить? Тогда бей! Давай! Бей сильнее! Давай! Бей сильнее! Так у тебя вряд ли что выйдет. Вот грохнулся!
Почему мне смешно от того, как он выгнал птицу? Занял место, все. Новый хозяин. Спасибо. Так, там я еще хотел опять вернуться в то место, где там этот диалог висит. Можно ли теперь там с кем-то поговорить, а то тогда был какой-то баг. Вроде показывало, что можно, но на самом деле там никого не было. Может, сейчас уже появился. Вот сюда. О, появился кто-то. Так, ты кто? А, Конор, что скажете о плодах моих трудов? Люди воодушевлены. У них есть цель. Хорошо, что вы здесь. О, благодарю. Видит Бог, добраться было непросто. Мы видели много испытаний, диких и странных. Мне пришлось одеться женщиной, чтобы обмануть шпионов. Вы не знали? Нет, не знал. Одеться женщиной, говорите? Честное слово. Король Георг уже помешал нам в Бордо, угрожая конфисковать мой новый корабль «Ла Виктуар» и арестовать меня. Но я упрям, и подобные трюки меня не остановили. Мы купили место на корабле в Испании. Но шпионы Георга наступали нам на пятки. Оставалось лишь переодеться, мондья. Никто не может сомневаться в вашей преданности. Вы незаменимы. И вы сделали то, что должны были. Я верно сделал бы то же самое. Разумеется, я и не сомневался.
Все, поговорили. Некоторые штучки по пути собрали. Думаю, пока хватит тут на фронтире бегать. Возвращаемся в Нью-Йорк. Куда нам там говорил Хейтом? Месяц спустя. О, уже зима закончилась. Походу. Внезапно. Ладно, пока идем еще на сюжетку. Потом подумаем, когда от нее отвлекаться на что-то другое. Отец и сын. Привет, Конор. Вижу, ты жив и здоров. А ты пришел в себя от побоев? Чёрт засел в заброшенной пивоварне вблизи порта. К рассвету надо с ним покончить. Хорошо. Нужно вернуть припасы в лагерь как можно скорее. Конечно. Кто я, чтобы мешать твоей утопии? Что ж, идем. За мной. Скажи вот что. Ты ведь мог убить меня тогда. Что тебя удержало? Любопытство. Еще вопросы? Что все-таки нужно тамплиерам? Порядок. Цель. Путь к ней. Всего-навсего. Это твои приятели верят во всякий вздор о свободе. Когда-то ассасины ставили более разумную цель. Мир. Свобода и есть мир. О нет. Свобода — это хаос. Взгляни на революцию, что начали твои дружки. Я стоял перед континентальным конгрессом, слушал, как они орут и топают. Все во имя свободы. Но это лишь шум. Поэтому ты на стороне Ли? Он понимает, что нужно будущей нации лучше, чем олухи, что ее представляют. А по мне, так ты попросту завидуешь. Люди сделали свой выбор и выбрали Вашингтона. Люди ничего не выбирали. Выбор сделала кучка привилегированных трусов, желавших разбогатеть. Они собрались и приняли решение, удобное им. И красиво его объяснили, но правдой оно не стало. Разница, Конор. Единственная разница между мной и твоими товарищами — я не притворяюсь. Хорошего стрима, форум. Я наконец поеду домой с работы. О. Тогда удачного и тебе отдыха. Раз уж домой скоро вернешься. Спасибо, что зашла.
Погоди-ка. Чёрч умный мерзавец. Почему? Я думал провести тебя мимо охраны, но он заменил их теми, кого я не знаю. Может, я смогу пройти, не вызвав подозрений, но ты... Нет. Либо вместе, либо вообще никак. И что ты предлагаешь? Я найду сменившегося солдата и возьму его мундир. Хорошо. Я буду ждать здесь. Ясное дело. О, прости, так мне пойти с тобой? Подержать за ручку? Может, еще похвалить напоследок? Беспалевность максимальная. Какой прикид. Думаю, сойдет. За мной. Стой, кто идет? Это частная собственность. Что вам здесь нужно? Отец понимания направляет нас. Тебя я узнал. Дикаря не знаю. Это мой сын. Вкусил лесных даров, я смотрю. Ну, идите. Заперто. Погоди. Странно, наверное. Было вот так внезапно узнать обо мне. Мне, кстати, интересно, что обо мне могла говорить твоя мать? Я часто думал, как повернулась бы моя жизнь. Останься я с нею. Кстати, как она? Мертва. Убита. Что? Мне очень жаль. Тебе жаль. Мать сгорела заживо. Я помню ее лицо. Она велела мне уйти. Ее убил Чарльз Ли, и он выполнял твой приказ. И тебе жаль? Это невозможно. Я не давал такой приказ. Напротив, я велел прекратить поиски руин Предтеч. Перед нами стояли дела поважнее. Но так было, и я не могу больше прощать. Бенджамин Чёрч, Орден Тамплиеров обвиняет тебя в предательстве и измене нашим принципам ради личной выгоды. За твое преступление я приговариваю тебя к смерти. Пора! Ты опоздал. Чёрч и его груз уже не здесь. И боюсь, ты будешь не в состоянии их преследовать. Мы поддержим победителя! И это будет Британия! Ты всегда предпочитал выгоде принца. Может, поэтому ваша страна рассыпается? У тебя была славная мечта, но она была лишь мечтой. Как бьется полукровка! Точно бешеный пес! Надо усыпить его! Эти двое! Взять их! Не дайте ему уйти! Взять его! И индейца!
Прикончите! Его, ублюдка! Окружить их! Где Чёрч? Я скажу все, что хочешь. Только обещай, что не убьешь меня. Даю слово. Он вчера уехал на Мартинику. На торговом шлюпе под названием «Приветствие». Загрузил его припасами, что украл у патриотов. Это все, что я знаю. Клянусь. Ты обещал. И он сдержал слово. Идем. Надо убираться отсюда. Да что? Сейчас не время считать ворон. Так близко и так далеко. Ищи путь в обход огня. Назад, предатели! О, как вы заплатите за свое предательство. Много вам платил Чёрч. Награда была щедрой. И что вам теперь с того золота? Думаете, волшебно? Глянь-ка, может, найдется, чем его открыть. Конор? Что ты задумал? Нет, не делай этого, мы не знаем, что с той стороны! Теперь знаем. Чёрч опередил нас минимум на день. Нам нужно поторапливаться. Я знаю одно судно. Будешь готов, жди меня на причале. Чё, бро, игра прет? Прет, прет. Полным ходом прет. Путь? Там откуда? Я с Казахстана. Я с Украины. Говорил же, курс не тот. Чёрч опережает нас на несколько дней.
Зря вы в него не верите, он ни разу не подводил. Ну так и планка была невысока, верно? Мы ближе, чем ты думаешь, отец. Отец. Давай на всех парусах! Корабль! Это приветствие? Да, стоит на якоре. Давай-ка поближе, мальчик. Половина парусов! Похоже, корабль покинут. Чёрч всегда был скользким мерзавцем. За ними! На всех парусах! Вперед! Половину! Скорость, Конор! Нам нужна скорость! Давай на половине! Все паруса! Может, отдашь штурвал кому-то поопытнее? Все паруса! Поднимайте! Половина парусов! Полпаруса! Как ты ухитрился стать капитаном с такими навыками? Блин, Хейтем, не комментируй. Как ты ухитрился Всё нормально. стать капитаном с такими навыками? Все под контролем. Это все ветер. Я тут ни при чем. Ты как будто хочешь дать ему уйти. Я. Ты как будто хочешь дать ему уйти. Никак нельзя быстрее. Нужна скорость на всех парусах! Он идет между скал. Наш Аквило слишком велик, чтобы пройти там. Надо идти в обход. Черт возьми! Он же уйдет! Другого выбора нет. Нас разобьет о камни. Здесь быстрое течение! Шансы еще есть! Давай на всех парусах! Враг на подходе! Воу. Орудие к бою! Готовьте ответный огонь! Чёрч использует засаду как прикрытие. Подоби его, прежде чем он уйдет. Отправь на дно мерзавца. Нет! Мне нужен его корабль! Груз должен уцелеть!
Останови его, Конор! Не дай Чёрчу уйти! Так, не пили. Помни об истинной цели! Пригнись. Надо было послушать меня! Есть. На абордаж. Готовься к абордажу! Что ты делаешь? Кладу этому конец. Сцепить корабли! Вперед! Подтягивай! К оружию! К оружию! Только на этом! Прикрыть нас с квартердека! Корма, держи крепче! На носу тяни! Мне нужно попасть в трюм. Что за безумие задумал отец? Куда же Чёрч подевал груз? Было довольно весело продираться сквозь все твои трюки и ловушки. Умно. По крайней мере, местами. Отдаю тебе должное. И за то, как спокойно ты это провернул. У нас была мечта, Бенджамин! А ты ее хотел уничтожить! И за это, мой падший друг, ты заплатишь! Хватит! Все мы здесь не без причины. Думаю, у всех они свои. Где украденный тобой груз? Иди к черту! Я спрашиваю, куда ты дел груз? Он на том острове. Ждет отправки. Но у тебя нет права. Он не твой. Нет, не мой. Этот груз предназначен людям, которые думают не только о себе. Которые сражаются за то, чтобы избавить мир от вашей тирании.
Не те ли это люди, что стреляют из британских мушкетов? А раны перевязывают британской корпией. Хорошо устроились. Мы работаем. Они пожинают плоды. Ты выкручиваешься, чтобы оправдаться. Словно это они воры, а ты невинный агнец. Смотря как на это смотреть. Нельзя прожить жизнь праведно и честно, не навредив никому. Думаешь, у короны нет принципов? Ее тоже предают. Уж тебе-то грех не знать. Ты решил бороться с тамплиерами, которые мнят себя справедливыми. Вспомни об этом, когда будешь кричать, что действуешь ради общего блага. Твои враги не согласятся с этим. И не без причины. Заваниos кинаа, яхне те канту цитокаске. Ты молодец. Для нас обоих его смерть благо. Идем. Я ведь нужен тебе, чтобы забрать с острова груз. Я воссоединился с отцом. Вот только не знаю, к худу это или к добру. У нас общие цели. Во всяком случае, пока речь о независимости. Но он продолжает защищать Чарльза Ли, человека, который убил мою мать и сжег мою деревню. Хотя он говорит мудро о Вашингтоне и его людях. Я много слышу о свободе и равенстве. Но видно, чтобы преуспеть, нужно быть белым. А как же такие, как я? Или Сари? Где наше место в этом новом мире? Или мой отец прав? Мне столько нужно понять, но времени на это так мало. С возвращением? И как тебе Мартиника? Ахиллес, я должен извиниться. Я наговорил тебе много лишнего. Ты был резок, Коннор, но отчасти прав. Я подвел орден, позволил тамплиерам взять власть. Но теперь их хватка ослабла, и я верю, что есть шанс на перемирие. Представь, чего можно добиться, если мы объединимся. Ты передумал? Что же произошло? Ты встретил своего отца? Я не говорю, что доверяю ему. Но глупо не воспользоваться такой возможностью. Хейтем выслушает тебя, но поймет ли? И даже если да, согласится ли? Даже он должен понять, что вместе мы можем больше, чем по одному. Значит, ты едешь искать его? Да. Я еду в Нью-Йорк. Посмотрим, что выйдет. Новая глава наступила. И весна тоже. Если это весна. Но если зима закончилась, значит весна, по идее. Так, я хочу, раз у нас только что была морская миссия, еще поделать их сегодня.
А Нью-Йорк с Хейтемом, может быть, оставим уже на следующий стрим, который, не знаю, будет ли финальным. Смотря сколько мы еще сегодня успеем доделать всяких побочных вещей. И что я сделаю вне стрима. Даже если не следующий финальный, то через, думаю, точно. Так, поделаю я вот эти вот штучки. Кладбище кораблей тут за мысом. Не промахнешься. Говорят, на одном из них был Эйбл Оуэнс. Если не врут, здесь лежат его останки. Тут всегда полно мародеров. Будьте начеку. Если здесь погиб корабль Эйбла Оуэнса, значит, он и сам тут что-то искал. Упс. Не надо было так делать. Еще корабль. Мародеры. Дай сюда. Отвали! Я нашел мое! Стой! Было твое, станет мое. Отвали! Это мое! То, что ты забрал, мое! Все мое. Не так-то просто. Не твое! Отбежите от меня! Чего ты пристал? Я ничего не сделал! Отдай мне то, зачем я пришел! Захотел. Мое. Отдай мне. Мое. Все мое. Ты нынче проиграл. Огонь. Парни, за мной гонится какой-то тип. Сейчас разберемся. Не, я не так хочу. Все не так. Блин, что, с самого начала все? Раз оно меня здесь загружает. Ну ладно. Значит, пофиг на это условие.
волчьего логова. Ну и пофиг. Прям с самого-самого начала все задание начинать уже не хочу. Не знал, что меня будет загружать уже на этом моменте погони. Так, что там контракты? Отправляем дальше. Тут тоже плывем дальше. Что-то форт не выглядит заброшенным. По-моему, он обитаем. Значит, нужно как-то отвлечь их внимание. Когда я пропаду, ждите 10 минут и атакуйте форт. Я под шумок туда и проникну. Есть, капитан. Звучит страшновато, но вы, несомненно, справитесь. Вряд ли они выпускали пиратов вроде везунчика Лема погулять. Так что искать его кусок карты надо только там. Равняйсь! На караул! Позиция раз! Позиция два! Вперед! Во двор нельзя, придется в обход. Может, чайка или крыса? Больше тут и не бывать никого. Что там? Зачем я вообще спрыгивал? Кому придет в голову напасть на этот форт? Никому. Ибо незачем. Мы тут торчим, потому что капитан провинился. В чем это? Да хрен его знает. Оплошал, небось, где-нибудь. Ой, заткнись уже. Смотри в оба. Да-да. О, да ладно. Наконец-то. Не, погоди-ка. Вот так вот. Тут моя прелесть, которую я хочу забрать. По-любому.
конечно. Бегом марш! Опоздаем, куда капитан послал, всех выпарю! Да я бегу, бегу я! Только и слышу, что ваше беспрестанное нытье не форт, а дыра. Да капитана сослали сюда за то, что было в Польше. С меня довольно! Мы здесь. И напоминаю, у нас приказ удержать форт Волкот против мятежников любой ценой. Это все, что должно вас волновать. Вы ничего не знаете ни о стратегии, ни о передвижениях повстанцев. Так что хватит скулить. Тот, кто будет ставить приказы под сомнение, получит 10 ударов плетью и неделю в карцере без пайка. Это ясно? Так точно, так точно. Проверяем список снарядов на будущую неделю. Рота Б. Строевая подготовка и никакого рома, пока не научитесь маршировать как следует. Сейчас на вас и смотреть противно. Так точно, так точно. Этот малый совсем спятил. До чего люди доходят? Этот щенок получил по заслугам. Вел себя как последний хам. Это всем вам будет уроком. Да он же в сердцах сказал. Размяк, что ли? По-моему, так нельзя. Под орлиным гнездом. Что там у тебя, мятежник? Нас атакуют!
Капитан погиб! Его ядром убило! К западной стене! Проклятие, откуда они взялись? Арсенал! Кто за старшего? Стройся! Стройся! Повстанец, убить его! Серьезно, блин, меня огонь задел. Еще этого не хватало. Да ё-моё! Надо спешить. Вы опоздали, капитан. Эти молодчики в форте не слишком-то мне обрадовались. И? Что и? Нашли еще кусок? Он был там? Был, мистер Фолкнер. Вы его видите, сэр? Что скажете? Идем на север.
Рэндальф! Зарипить полпаруса! Подняться паруса! Скалы близко, сэр! Эй, полпаруса! И что же этот хитрец затеял? Будьте осторожны, капитан. Тут наверняка что-то неладно. Куда же вы? Нам нужен Рэндальф! Целая армада! Я знал, что не все так просто! И он атакует нас! Плохо дело, капитан! Значит, будем драться. Рэндальф на абордаж, других на дно. В смысле цель потеряна? В смысле? Целая армада! Я знал, что не все так просто! И он атакует нас! Плохо дело, капитан! Значит, будем драться. Рэндальф на абордаж, других на дно. Поправьте курс, Кэп! Рэндальф в той стороне! Поправьте курс, Кэп! Рэндальф в той стороне!
живы! Нам нужен Рэндальф! Мачта рухнула! Попался, сволочь! Он попался! На абордаж! Бидл мой! Вперед! Подтягивай! К оружию! К оружию! Только на этом! Прикрыть нас с квартердека! Карманы же крепче! На носу тяни! Берем Рэндальф! Как же эти условия появляются по-дебильному? Мистер Кенуэй Дуэля? вознаградит меня за твою смерть. Мистер Кенуэй щедро вознаградит меня за твою смерть. Ты дорого заплатишь за то, что ты сделал. Так, я не хочу с таким звуком полу из бочки драться. Давайте лучше заново, и чтобы у меня здоровье было нормально. А то, блин, из-за здоровья этот звук как будто из бочки. Ты дорого заплатишь за то, что ты сделал с Рэндальфом. Ты дорого заплатишь за... Давай же, дикарь! Что ты можешь? Твоя жажда справедливости глубока. Зря ты выполз из своей деревушки. Ты ловок, хитер. Жаль, что ты умрешь. Ты ловок. Твоей власти на побережье пришел конец. Ты поэтому искал меня? Думал, что я враг великой цели. Я так и знал, что ты ничтожный глупец. Ты причинил боль и страдания людям только ради личной выгоды.
боль, страдания. Я освободил их, искоренил недовольных, облегчил жизнь патриотам. Меня сделали адмиралом, что с того? Революции нужен адмирал, а я лучший кандидат. Единственный. Если бы не я, континентальный флот так и был бы кучкой лодочек. Вы смотрите, ассасины, но истины не видите. Довольно. Стой! Пусть Рэндольф умрет со мной. Не бери его как приз. Потопи мой корабль. О большем не прошу. Я не могу поверить, что вы оставляете Рэндальф. Отличный корабль, капитан. А как же Бидл? Вы проявили милосердие? Вот значит как. По мне так это немножко чересчур. И все же жаль. Хороший был корабль. Может, хоть парней похвалите, а? Аквила победитель! Слава Аквиле! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Видал я так много далеких земель. Я тратил монеты на виски. Добрый день, Конор. Я оставила в старом доме рулоны шелка.
Они очень ценные, но возвращаться мне опасно. Как бы ни дошло до убийства. Вы не заберете их, если выпадет случай? Конор, у вас найдется минутка? Дела, Большой Дэйв. Удалось вам выковать нож? Хочу поскорее отдать его Мириам. Сталь, которую выплавил Норрис. Редко увидишь такой отличный металл. Но мои старые инструменты его не берут. Мне нужны другие. Их можно недорого купить в парочке лавок в Нью-Йорке. Я бы и сам сходил, но меня ищут солдаты. Так что здесь для меня безопаснее. У меня как раз есть дела в Нью-Йорке. Я загляну в лавку, когда буду там. Прекрасно. Простите, люди добрые, не найдется ли ночлега и еды для усталого путника? Путника? Откуда вы? Из-за моря, из Лондона. Англичанин? Поверьте, я не слуга короля. Вы так добры. Спасибо. Мы тут спину гнем за свой кусок хлеба. А вы-то чем промышляете? Я хочу нести Слово Божье тем, кто ищет спасения, а не пичкать им тех, у кого своя вера. Эти взгляды империи не по душе. Видит Бог, нам есть в чем исповедоваться. Мы с Олей скучаем по воскресной мессе. И Марии бы почитать Библию. Вместе мы уж как-нибудь построим церковь. Если вы станете пастором. Конор? Что ж, господин пастор. Просто отец Тимоти. Добрый день, Конор. Этого хватит на славную церковь. Благодарю, сын мой. Удачного дня. На помощь! Прошу, помогите! Конор! Слава богу! Пруденс, вы целы? Что вы делаете одна в лесу? Хвала небесам! Роды начались! Надо отвезти вас к доктору Нет. Уайту. Не могу! Возьмите лошадь! Езжайте! За ним! Доктор Уайт, едем скорее. Что такое? У Пруденс начались роды, она в лесу. В лесу? Какого черта она там делает? Это не важно. Надо найти Уоррена. Сейчас? Да. Уоррен, вы здесь?
Я тут. Что случилось? Где она? В каком она состоянии? Она мучилась. Совсем не могла двигаться. Бледна? Кровь была? Я не видел. Может, еще есть время. Скорее! Вы идиоты или что вы там делаете? Застряли? Время идет как бы. Наконец-то. Здравствуйте. Кажется, я пока справляюсь. Доктор, все в порядке? Нет, не в порядке. Она рожает прямо здесь и сейчас, как я вижу. И он. На вид вполне здоровенький. Легкий просто отличный. Не хочу вас торопить, но надо доставить вас и... Не придумали имя? Хантер. Вы курите, Коннор? Нет, спасибо. Мы тут вспоминали день, когда Хантер родился. Признаюсь, никогда так не волновался. Я и не помню, считая ничего до той минуты, как он завопил. А после этого каждая мелочь врезалась в память. Красная рожица нашего Хантера, слезы и любовь в глазах моей Пруденс, запах земли и листвы. Это был самый радостный момент в моей жизни. Похоже, здесь все хорошо. Не хотел вас беспокоить, но мне нужна ваша помощь. Вместе с повозкой сгорели почти все мои инструменты. В мастерской в Бостоне осталось кое-что, но вы знаете, меня там не особенно ждут. Если вам не трудно, не поможете ли вернуть инструменты? Что я должен делать? Охраняйте меня там. Встретимся в Бостоне у мастерской.
Так, тут опять можно будет поговорить с этими двумя. Больше ничего, все остальное я вне стрима тут поисследую. На фронтире. В Бостоне сейчас проверим, что там. Еще проверяю только и, наверное, будем заканчивать. Уже 4 часа. О, тут тоже клуб авантюристов. Ну и вот это вот задание. Ладно, его в следующий раз уже сделаем. Я не моряк, но знаю, что он там. Кто-то зовет его Кракеном, кто-то морским змеем. 100 фунтов длиной, топит корабли потехи ради. Меня ни за что не заманишь в море его искать, но было бы славно, если бы кто-то разрешил эту загадку. Угу. Это вот здесь. Хорошо, тоже в следующий раз все это сделаем. И еще в Нью-Йорке проверю, не появилось ли чего нового, и все. Я смотрю, на фронтире есть чем заняться, в Бостоне есть. Ну и в Нью-Йорке, понятное дело, тем более есть чем заняться. Тут тоже вот и эти квесты есть. Это что такое? Ну, тут вообще просто уйма дел. И сюжетка, понятное дело, тоже. Начнем вот отсюда, наверное, в следующий раз. Здорово. Здорово, Леха. Леха-ха. Ты прям под конец зашел. Получается, я уже собираюсь вот закругляться. К сожалению. 4 часа уже постримил. Спасибо за фоллоу. Ладно, можно еще вот тут прям по пути точку открыть, листочек вот этот забрать. Потому что оно прям в 2 шагах. И уже закругляться точно. На следующем стриме, не знаю, будет ли финал уже или еще нет. Даже если не на следующем, то через стрим, думаю, точно уже у нас будет финал. На следующем тогда всякие побочные штуки доделаем до конца. И сюжетка сколько там останется, будем смотреть, оставлять ли на следующий стрим уже через стрим получается. Или может на следующем даже успеем все сделать. Вдруг... Ага, как всегда в Ассасине, еще чутка. Ну да. В смысле, еще чутка что-нибудь сделаю и пойду. Да-да-да, знакомая ситуация. Сундучок.
Хорошая графа. По графику? Согласен, согласен. Это еще ремастер. Какой-никакой. Плюс я тут еще с освещением чуть-чуть поменял кое-что, потому что в изначальном ремастере освещение не очень. Многие считают, да и я тоже по первому стриму увидел, что освещение немножко не такое, как я себе ожидал. Но вот я его немножко подрихтовал под себя, и вот сейчас уже более-менее все нормально. И все меня... Все мне нравится, короче. Теперь уже. А, ремастер, а то смотрю, что-то для того времени как хорошее прям. Ну, он не то чтобы прям мега сильно улучшил все, но кое-что чуть-чуть более-менее да улучшил. Предметы для заданий горожан. Ничего себе, тут и такое есть. Ладно, вообще-то я хотел проверить, не надо ли мне какие-то патроны там. Не, вроде ничего не надо. Так, это инструменты для Дэйва большого. Капитан хочет поймать этого дезертира. Как его там? Большой Тед или как-то так? Большой Дэйв. Говорят, целый отряд положил, убегая. Ну, ему скоро не поздоровится. Ну-ну. О. Тут задания выполнились. Хорошо. Так, квебек у нас уже все. Я так смотрю. И это тоже. Тогда идем в следующий регион. Хорошо. Ладно, еще эту курьерскую доставку возьму задание, чтобы оно висело у меня. Потом вне стрима буду бегать их разносить. Это уже тоже где-то полчаса вот у меня продолжается. Вот это вот. И вот еще вот это возьму и все. И точно заканчиваю. Вот и вот еще вот это вот. И все точно. Вот уже полчаса это все точно продолжается. Как ты и сказал. Знакомая ситуация. Письма Нью-Йорк. Ладно. Ну что поделать, раз оно тут все прям рядышком находится. А, это же вы! Я так долго ждал. Я знаю, кто предатель. Списки лидеров здешних патриотов вот-вот попадут в лапы англичан. Надо подменить списки этими фальшивками, и мы будем бороться дальше. Удачи! Подбросьте документы. Ладно. Уже задание рекрута завершено так быстро. Вот это они моментально. Да блин, отвернись.
Все. Новые инструкции. Все, теперь точно все. Хватит. Все остальное я вне стрима тут пособираю, пооткрываю всякую вот эту рутину побочную. В следующем стриме либо с сюжетки начнем, либо со следующих этих квестов для поместья. 4 часа 20 минут хватит. Сегодня неплохо поиграли и поплавали, и сюжетки прошли. И для поместья тоже заданий понавыполняли всяких. Давай, и тебе удачи, спасибо, что зашел. Жалко, что под конец, но надеюсь, еще забежишь на следующие стримы. По Ассасину или по другим играм. Также спасибо скажу всем, кто еще был на стриме, всем, кто смотрел, всем, кто, может, молча смотрел, а в чате не писал ничего, всем, кто в записи, может, будет смотреть этот стрим, и всем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе. Всем-всем-всем спасибо. До встречи на следующих стримах по Ассасину или по Ведьмачку. Не знаю, по которой из игр этих будет следующий стрим. Разберусь. Все, всем удачи, всем пока.